А сегодня мы в ресторане Тюрк Фатих Тутак. Это единственный ресторан с 2 звездами Мишлен в Стамбуле. Шеф Фатих Тутак презентует нам традиционную турецкую кухню в необычном новом прочтении. В ресторане используют локальные свежие продукты. Ну что, посмотрим, что для нас приготовили? Вся баскетбольная команда расписалась. Добро пожаловать в Турк. Отражение воспоминаний, соединение мечт и кулинарного будущего этих земель. Моя мама была одной из тех, кто учил меня делать от души. Ну, в общем, это что-то традиционное, но при этом и модное. По бокалу шампанского в честь нашей годовщины. Нам принесли фирменные ознакомительные шоты, welcome шоты. Значит, в состав входит сок из маринованных овощей, еще снаружи пудра из сливы, и еще, что там еще? Все не запомнишь. И еще оливковое масло. Ух, как пахнет. Как из банки огурцов. И на вкус тоже. Где там какая слива? Вот слива. Ну, что-то новенькое. По-турецки ли это? Видимо, раз мама учила его. Несли мой коктейль, несли его очень и очень аккуратно. Боялись пролить хотя бы каплю. Очень приятный нежный вкус. Чувствуется роза, какие-то небольшие фрукты и пенка яичная. Очень классный коктейль. Освежающий, сладкий и не сильно крепкий. Принесли первый курс. Это такая косточка, внутри 3 вида масла, сверху мед, тотами, что ли, да, тоты. Также есть оливковое масло. Все это, кстати, местное, в Турции сделано, и булочка. Откровенно говоря, я бы не назвал это вообще курсом. Это так, закусочка, ну, как по мне. А нам это подали как что-то великое. И обычно я не ем такое. Так, ну и что мне? Вот так намазать, видимо. Ну, булка и масло с медом. Ну, кстати, вкусное масло. Но за счет меда такая сладость у него прикольная. Не, все-таки вкусно. Само масло именно. Масло и мед – прикольная комбинация. И булочка гречневая. Вот тут гречки сколько. Чтобы мы понимали. Не абы из чего. Вот он, стритфуд, которого мы заслужили, придя в мишленовский ресторан. Это мидии с рисом, приправленные майонезом особым и зеленушкой. А вместо традиционных настоящих раковин у нас карамелизированное луковое тесто. Так что там все съедобно. В стритфудном варианте там один рис почти что чувствуется. Мидии как так похрустывают. Песок может попадаться. А тут такая вот отбеленная версия. И приправленная мне очень нравится. Хорошо сбалансировано. Это вот не вот это на скорую руку. Мне очень понравилось. Перед нами яйцо. Что же внутри яйца? И еще одно яйцо. С карамелизированным луком, грибами шиитаке и тоненькими приблудами, вроде куриного жира, на котором это все жарилось. Кстати, желток-то тоже непростой. Он варился час при особой температуре. Но он жидкий. Мне очень нравится этот лучок. Он такой сладкий, хрустящий. И желток так все добавляет. Объединяет.
Мне сложно выцепить тут что-то вот так вот прям по отдельности это вознести. Это просто вкусно. А грибочки это шитаки. Тут какая-то сладость в них есть. Консистенция мне их нравится. Это не просто скрипящие на зубах грибы. Перед нами очередное блюдо. Это сырой тунец, дорадо, масло из листьев инжира, масло из васаби, потом выжимка салатная. Тут у нас и редиска, и лучок, и перчики чили. Фух. Все вместе надо есть. Мягкий тунец. Чувствуется это действительно салатная выжимка в стиле огурцов, помидоров. И потом васаби ударяет тебя. Так, а дальше... и еще сейчас попробуем. Мягкая, но прям в лучших традициях севиче. Классно, но я не почувствовал остроту чили. Как васаби в нос ударил очень сильно. Все, отошло. Ну надо же, а. Я только хотел рассказать о том, что я стал невосприимчив к перцу просто. И тут такое. Ладно, спасибо. Наконец-то, то, чего мы ждали. Ни один Мишлен не должен обходиться без черной икры. Вот она, родная. Так вот, это пирог особый турецкий, традиционный, баклажановый. Вот тут у нас вяленые томаты, йогурт. Сверху картофельная, как это назвать, в общем, пышная картофельная штучка. Тут у нас цветочек базилика и масло томатное и оливковое. Вообще баклажаны не люблю, но тут мне понравилось. И корка так дополняет, а игра-то, кстати, непростая. Это калужская игра 20-летнего осетра, как нам сказали. Не хухры-мухры. Перед нами рыбное блюдо. По центру группер. Дальше тут есть и шпинат, томаты, баклажан, соленье, тесто. Это томатная пудра и соус на основе томата. Похоже на Веллингтон от Гордона Рамзи, только рыбная версия. Ох, я распотрошил, как некрасиво. А что я мог поделать? Не дурно. Баклажан очень ощущается. Мне сложно тут разложить вам палитру вкусов. Могу сказать, что группер получился хорошо. И вообще Турция — это очень популярная элитная рыба. Она тут стоит, чуть ли не самая дорогая, та, которая прям вот свежей попадается. По рецепту его мамы. Тут у нас манты с подкопченым и острым йогуртом. Тут томаты у нас есть. А внутри dry age антрикот. Все сказали съедать за один раз. Какой-то вот вкусом каким-то турецким отдает. Но внутри как русский пельмень. Вот этот вот бульончик именно пельменный был. Вкусно. Я бы даже вот много этого йогурта не зачерпывал. Не знаю, что там dry age, не dry age был. Наверное. Такое пикантное мясо с турецким характером. К основному блюду нам предложили выбор ножей. Каждый нож со своей изюминкой, ручки из разных материалов. Мы выбрали из кости, очень удобно им управляться. А еще бокал красного вина, который создаст идеальную пару для мяса.
Что тут у нас? Это баклава из ягненка. Пахнет просто божественно. Это приготовлено на углях. Тут у нас и перчик. Баклава-то, кстати, да. У нас идет ягнятина. Дальше слой грибов, лука и жира. Тут у нас все славно и складно. Расчехляем нож. Ха-ха. Просто супер. Это как кебаб, только кусочками мяса, и они все такие нежные и зажаренные в то же время. Так, попробуем вот еще, значит, чипсы, баффало соус томатный, тут у нас еще морковка, йогурт традиционный турецкий, копченость, хрустящие такие чипсики. Вкусно, ну прям баклава. Это нечто, это как кебаб, только прокачанный кебаб. Перед нами десерт. Звучит дико, но сверху это зажаренное мороженое. Оно хрустящее. Посередине у нас есть с корицей мороженое, желеобразное. Снизу обычное ванильное мороженое. Ну, как обычное. Наверняка оно необычное. Тут еще фундук есть. Корица очень чувствуется. Хрустяшка. Фундук. И даже ванильное мороженое, которое тут как бы должно преобладать по массе, оно просто теряется под напором этой многогранности. А дальше нас отвели на кухню. Это своего рода интерактив. Очень классная фишка. Нам было интересно посмотреть, что происходит внутри кухни. Что они делают, а? Подливают и подливают. Что мне сейчас еще про них сказать? The melon liqueur, which is handmade, we made it in here. Какой медовый, какой сладкий. First of all, I would like to tell about our fridges. We have two fridges in here. This one is for fruit and vegetables, they hide in here. Another one is for meat and some protein, the other one. And here is also farmer. And also there are some infused vinegar, infused smoked chili and oil. Пахнет очень пряно. Прям. Ах. In the next, you can see our handmade plates. Every plate has a artist sign. That also we are working for 4 different plate artists from Turkey. And it's very important to decide the plates before we create a dish. Очень пахнет базиликом. Свежим базиликом. And here is also spices area. Mostly come from Turkey and also some countries that our chefs located. We're in the butchery. We have 2 different dry fridges. This one is the for fish. You can see the turbo, zebra, and also the grouper behind the turbo. And this one is the for meat. This is the ribeye meat in the main kitchen now. And also we used to smoke eggplant puree. Чистая кухня, нигде не воняет, прям вот приятно ходить по ней. Видишь, подготовились как будто бы, а? Как будто они здесь не готовят, мне кажется. А дальше нас ждало еще пару сюрпризов в виде небольших десертов. Dessert and pastry. It's iced almonds inside and outside we cover with the white chocolate. It's very delicate and inside is very liquid. Please eat all in one. Тонкий-тонкий шоколад, ты раскусываешь, и там как он, миндальное молоко, как будто бы. Ну, классно. This one.
Давай же. Ну, что тут сказать опять? Что-то вкусненькое. Вроде и кисленькое, и сладкое. Подхрустывает. Там еще что-то есть. Делают мороженое, но я знаю, турецкие мороженщики, они не так просты. Я не смогу заполучить это просто так. Вот сейчас, если потянусь, там какая-нибудь подляна точно будет. Я подожду, вот пока вот эти вот иностранцы что-нибудь попробуют. Что-то тут неладно. Даже не слишком сладкое. Я, в общем-то, рассчитывал, что получится осмысленный обзор, где я там буду какие-нибудь тонкости гастрономические, вкусовые переплетения подмечать, но получилось как получилось. Они сходу обескуражили нас шампанским своим. В общем, получился эмоциональным обзором, я считаю. То есть вот как это видит обыватель, в общем-то, мы были десятки раз во всяких турецких заведениях с претензией там на высокую кухню. Да, у них не было там мишленовской звезды. И я примерно шел и для себя понимал, чего ожидать. Но каждое блюдо было абсолютно не банальным. Никаких вот этих намазок турецких, никаких кебабов, бахлавы в традиционном понимании. То есть каждое блюдо нас удивляло, поражало. И потом еще и на кухню завели, показали. Ну вот, кстати, прием такой вот завести на кухню, показать, как у нас все устроено, это вот именно высший уровень так делать. А к чаю на утро нам дали еще 2 вкуснейшие конфеты.